Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что загаданный мужчина предполагает или додумывает о вас. Видео актуально в любой момент на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим портрет женщины, которая пришла на расклад. Если с вами резонирует, продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Итак, для начала давайте посмотрим, кто вы, кто пришел на расклад. Ни о ком сейчас не думайте, сконцентрируйтесь только на себе. Сейчас думайте только о себе. А женщина, возможно, семейная. Здесь момент конфликтная какая-то ситуация или оборона, да, держите какую-то оборону, интервал, возможно, даже с мужчиной. Предполагается так. Десятка кубков. Тут даже кто-то придерживается каких-то чувств. Я не дам чувства, да, или буду теперь момент такого, да, как буду давать чувства, но понемножку, да, или же вообще не давать чувства. То есть вы решили выдержать, возможно, или какую-то паузу, или каким-то образом кого-то проучить, мужчину, да. Далее, тут показывают вашу характеристику, то, что вы, да, вам не скучно и самой. Касаемо отношений, да, вас это касается, вы чувствительный человек, но, вы знаете, вы стараетесь и вы можете себя отвлечь, даже если какие-то чувственные на фоне, да, именно отношений всплывают какие-то конфликты, вы можете переключить тему на себя любимую, на свои какие-то хобби, увлечения, на свои какие-то дела, которые нужно решать. И вы даже об этом стараетесь не думать, не портить себе настроение. Человек, который, знаете, умеет защищать свои границы, человек не даст кому попало лезть, сувать нос в жизнь, да, возможно, даже и держите какие-то тайны, не все рассказываете или маме, да, или папе, или близкой подруге, то есть есть какие-то нюансы, которые нужно держать в семье. То есть о семье вы особо не ходите и не распространяетесь. Как у вас жизнь внутри вашей семьи или в отношениях? Вот. Кто не в отношениях, здесь момент, как, правда, держите какой-то обет. Или же, да, уже мужчин считываете как сканер и понимаете, кто вам нужен. Тут есть момент такого не естественного отбора, а досконального отбора. Далее здесь еще по характеристике идут люди самозанятые, которые или на себя работают, да, или помимо работы еще имеют, возможно, какой-то доход, да, или развиваете какой-то, может быть, проект, который будет в дальнейшем, да, приносить вам какие-то выгоды. Человек скрупулезен очень, и человек также, знаете, обидчив, но эти обиды он не показывает. Он одевает некую маску. Также здесь показывает человека защищенного, да, то есть у кого-то стоит или защита, или, да, кто-то чистился. Вы знаете, вы это делаете не зря. По вам очень часто, возможно, ударяли, да, или влазили в вашу жизнь, да, как-то пытались нарушить какие-то естественное положение дел. Вот вы живете с мужчиной, например, да, и отношения пошатнулись. Здесь именно был момент, как будто бы кто-то влазил, пытался или разрушить, да, или, может быть, даже кто-то здесь сталкивался с холодной постелью.
Вот. Что еще здесь можно сказать? У кого-то здесь присутствуют точно дети. Но тоже оно не у всех может. Может даже одиночка кто-то быть, но у кого-то может и присутствовать. Далее о вас. Мне показывают, что вы человек такой взрывоопасный или вспыльчивый. В вас нельзя будить зверя. Если разбудишь, да, берегись, убегай, хватай тапки в руки. Вот. А тут же, да, то есть вы просто умеете защищать свои границы. Да, и есть момент такой, что вас, правда, нельзя доводить. Но в то же время вы умеете договариваться. Вот приходите ко мне нормально, да, и мы договоримся с вами. Вот, извиняюсь, сейчас у меня здесь гремит, я выключу. В то же время, да, с вами нужно просто нормально договариваться. А если не по-хорошему, так получайте сдачи. Вот есть такое. Вы даете сдачу. Есть люди, которые отпускают, да, и как-то, да, кто-то берет внутрь себя, а кто-то выплескивает. Вот вы человек, который не будете держать в себе, да, вы выплеснете. Или же вы защитите себя, вы сразу же ответите или дадите сдачи. Ну, именно не то, что... Может, кто-то и физически, кто знает. Но тут именно морально, да, вы можете ответить. Да, или как-то ущипнуть, поколоть, да, уколоть кого-то, да. Ревнивица. Возможно, на данный момент кто-то кого-то ревнует. Да, как бы вы ни говорили, у вас есть это чувство ревности, и это нормально. Да, значит, есть чувство здесь. Значит, человек не мертвый, да, человек живой. Вот. Далее здесь показывают что-то вы в своей жизни, да, как сделали какое-то открытие, или вы вообще не только у себя, да, в своей жизни делаете открытия, вы и для людей постоянно какую-то новинку приносите. То есть люди поражаются вам, да, мне идет ваша внешность почему-то, или же вы как-то, например, вы, да, постоянно можете менять имидж, или постоянно менять сумку, цвет сумки, да, или, ну, как-то удивляете людей. Есть момент даже не удивления, а некого вы превосходите. И я бы сказала, тут люди, женщины смотрят, да, у которых есть красивая, естественная красота. Да, вам хорошо и не накрашенный. Вам хорошо и накрашенный. Да, вам хорошо и по-простому, и с гулькой на голове. Вот и в домашнем прикиде. То есть симпатичная особа. Знаете, даже тут показывают, что как будто бы женщины ревнуют своих мужчин к вам. И вы же, да, то есть незнакомые женщины, они могут ревновать. Но когда они начинают с вами общаться, они начинают вам доверять. Да, когда они начинают с вами познакомились, например, начинают дальше диалоги идут, общение, да, вы как-то более ближе уже общаетесь, и вам начинают доверять. Тут, возможно, даже кто-то кому-то ключи доверяет, да, от дома, или же что-то такое важное, да, то, что никому нельзя доверить, ну, например, как ключи. То есть вам можно довериться, вы умеете хранить тайны, ну вот и поэтому, да, еще показывает то, что вы о семье, возможно, особо не распространяете, что есть на самом деле хорошо. Потому что ситуации меняются, да, вот сегодня вы в ссоре, завтра вы помирились, вот. А позориться всегда, как говорится, успеть можно. А вы вот понимаете это, и вы нет. Очень много держите в себе тоже и обиды какие-то из прошлого.
есть они, вы еще не отпустили. Далее вы очень много, что-то происходило в жизни, оно держится внутри. Это могут быть как отношения, также и вообще отношения между людьми где-то, да, или какие-то, может быть, были обманы, подставы. Тут из детства еще идет фрагменты, вспоминайте какие-то больные, неприятные. Далее, знаете, вы умеете распоряжаться деньгами. Здесь показывают финансовая грамотность. Возможно, здесь еще люди, которые в детстве недополучили, да, а сейчас вы хотите это возместить в большом объеме. Умейте копить, умейте ждать, умейте терпеть, но в то же время, да, есть ревность, и здесь как будто бы кто-то прорабатывает это. Да, и есть момент, кто-то как будто понимает, что показывая ревность, я показываю только свою слабость, да, и показываю, какая я несчастная, не то, что даже несчастная, а недостойная, да, и тем самым, когда женщина показывает вот это вот состояние, что она недостойна, тем самым, да, начинает и мужчина относиться по-другому, хуже, да. Вы умеете в этом держать баланс. Ну, внутри, да, имеется, присутствует. Вы такой человек, можете ревновать. Хотя, да, у кого-то, может, и проиграется и нет, но тут вот показано именно так, как считываю по картам. Далее, вы можете и щедро одарить. Вы отблагодарить, да, вы благодарный человек, вы справедливый человек. Но вы можете как и по-доброму, так и жестко отрезать, да, или у вас бывает, когда вы злитесь на кого-то, вот кто-то здесь даже может представлять, я бы сейчас взяла подушку, да и придушила бы ее. Вот такие прям, знаете, моменты. Вот. А когда вы добры, ну вы настолько добры, что вы хотите одарить человека чем-то, сделать ему уж очень хорошо, да, все приятно, чтобы было, например, подарок какой-то подарить, чтобы человек порадовался этому подарку. Вот вы делаете от души. Ну и от души злитесь, если вас разозлить. Вот так. Хорошо. Если с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Здесь мужчина какой-то злится. Вот прям уже, походу, расклад к этому, да, уже приближается. Хорошо, давайте сейчас вы загадаете мужчину, о котором мы, да, сегодня ведем разговор. Что загаданный мужчина предполагает, додумывает о вас или думает о вас. Давайте посмотрим. Вот подумайте сейчас о нем, об этом мужчине. И мы заглянем в его голову, в его потайной шкафчик, посмотрим, сколько там скелетиков висит, на чем висят и как висят. Вот. Заглянем в его голову поглубже, да, до подсознания. Хорошо. Что загаданный мужчина предполагает, додумывает о вас? Мужчина, тот загаданный мужчина, о котором вы спрашиваете, да, он считает вас очень общительной, считает, что вы очень хорошо в чем-то разбираетесь, понимаете, у вас можно даже спросить совет, вы можете этому научить. Вот, у вас бы научиться, да, можно. То, что вы очень чувственная, очень приятная, женственная, и да, настолько чувственно, что как это касается и положительного, так и отрицательного, да, что вы ранима. Но человеку вы нравитесь, что вы такая, вы женственная в первую очередь. Во всей этой массе слов, да, вот тут именно идет женственность.
Мужчина вас видит женщиной. Вы можете при подружках быть, да, пацанкой. Но вот при нем вы женственно, вы умеете и зажигать, да, вы умеете и дарить чувства, вы умеете наслаждаться чувствами. И вы знаете, когда вы вместе с человеком, человек чувствует от вас такое тепло, видит от вас теплом таким приятным, вот этой женской энергии, да, ему вот очень, как будто бы даже, да, по повешенному это не хватает. На данный момент мужчина думает, что вы хотите в чем-то или разобраться, побыть одна, в одиночестве подумать. Также чувствует, что вы как-то внутри о чем-то переживаете, да, или же у вас есть какие-то проблемы или нерешенные дела, что вы об этом переживаете. Что он думает о вас? То, что вы на него злитесь. Или что вас... То есть мужчина думает, что как будто бы вас в нем не устраивает что-то в постели. У меня почему-то идет такая тема пошла. Ну, хорошо. Тут такая тема идет, что как будто бы или не устраивают, да, его сокровища, его размеры, да, или же она сравнивает. Тут такая тема. Ему, да, есть такой момент, что ему интересно. Вот в прошлом у вас, да, были какие-то связи, например, да, вот, какие они были мужчины? Именно касаемо темы постели. Он как-то сравнивает, но он же с ними не был, да, он не знает, но он только додумывает. И вот эта часть именно сексуального характера, постельного характера, ему интересно, ваше прошлое. Также есть момент, что человек надуманно, да, может быть, вы ему об этом не говорили, да, никак этого не касалось, но человек как будто думает, что он чувствует, вот, что вас что-то не устраивает с ним в интимном, да, в постели. Или же человек имеет какие-то сомнения в себе. Также он думает, что вам нравятся другие парни, другие мужчины. Тут еще идет момент, что вы, возможно, думаете, что ты у меня не первый и ты у меня не последний. Вот, поэтому мужчина злится, и мужчина также еще может думать, что здесь есть у кого-то второй, да, вернее, поклонник, да, кто-то между вами есть, или вы куда-то засматриваетесь, и то, что кто-то может вас увести. Если я не предприму какие-то действия, она уйдет. Но он не может дать, здесь показывает то, что хотел бы дать. Да, может быть, не хватает ресурсов или не хватает смелости какой-то. Здесь постель. Он не может раскрыться. Чего-то он вот там комплексует, именно касаемо интимного характера. Да? У кого не было здесь чего-то совместного, ну вот есть момент каких-то комплексов именно касаемо интима у мужчины. И он сам даже не то, что на вас обижается, он больше на себя обижается и чувствует какие-то вот в себе недостатки.
Хочет мужчина приехать, хочет мужчина с вами что-то решить, выяснить, или же, да, есть момент у вас чего-то невыясненного, вы друг друга или не поняли, или, да, мало общения здесь. И вот хочется что-то о вас подробнее узнать, вот лично из ваших уст. Или как вы себя будете вести, да, человеку интересно, как она себя сейчас будет вести, если я приеду. Он почему-то чувствует, что как будто бы до вас не дорос. И даже будь он старше вас, да, ну, у кого-то здесь проиграется, что мужчина, возможно, младше по возрасту. Но даже если и старше, то он ведет себя, он сам это понимает, что я веду себя как мальчик. И вот она меня таким видит. Он думает, что вы его видите мальчишкой. Но в то же время он говорит, что это не так, и что-то он хотел бы доказать, да, или показать свой внутренний мир, ну, или же какие-то обстоятельства, или расстояние вас сдерживают соединиться, да, тут же могут быть и конфликты, но тут момент, как будто бы была поставлена или точка, или был какой-то расход, тоже, или же вы пошлете куда подальше, если я к ней приду. Также человек, возможно, сделал какую-то ошибку или как-то неправильно высказался, и человек сейчас об этом очень много переживает. И он думает, что вы его уже заблокировали или добавили, как говорится, в голове в черный список внесли. Как будто бы, да, вы отказались от него. Все, давай, шуруй отсюда. Вот таким образом. И знаете, тут карты еще показывают, что этот мужчина, он, как бы то ни было, он бы в вашей жизни бы появился. Прицепился бы, да, появился бы. Он не просто так в вашей жизни. Тут однозначно есть какие-то подсказки, да, касаемо этого мужчины. Мужчина в вас что-то прорабатывает. Или даже тот момент терпения. Если человек катает на качелях, да, именно здесь, ну, качели я особо не вижу, да, тут скорее всего конфликт какой-то, конфликты, да, или неразрешенные ситуации, или не получается вам как-то, обстоятельства как-то стоят над вами, что вам не получается быть вместе, разъединяющие. Или, да, может видеть, что вы какие-то разные, разность, такую конкретную разность между вами. Но в то же время, да, здесь присутствуют и чувства, и сексуальное влечение к вам есть. Но есть комплексы, да, или же человек хотел бы сказать, но вот он проговорит это в себе, и такое чувство у него, как будто бы он уже вам это сказал, но он понимает, что он этого не сказал. Тут есть человек, присутствует еще тот мужчина, о котором вы думаете, которому или сложно говорить, признаваться в чем-то, да, что он к вам чувствует, да, или мало об этом говорит. Почему? Потому что у человека так устроено мышление здесь, что он больше додумывает в голове и что-то еще и говорит. И ему в целом кажется, как будто бы он очень много вам рассказал. Хотя, да, 90% текста он проговорил в голове, 10% сказал вам, и кажется, что он выложился на все 100, он рассказал вам все. Но по сути-то, да, нет, только 10%. Далее здесь говорят, что человек вам послан для какой-то проработки, достать какие-то ключи. То есть от этого человека вы получаете какие-то ключи. Не в том плане, что от квартиры или от машины, да, или от бардачка, а именно какие-то ответы, которые внутри вас тяготили. То есть или вы об этом очень часто думали,
Вы получите эти ответы благодаря этому мужчине. Эти отношения есть моменты уроков, прохождения каких-то уроков. И у него, и у вас. Причем одновременно. Сейчас я еще другие карты открою. Что же мужчина о вас думает? Что загаданный мужчина о вас думает? Думайте о нем. Мужчина думает о том, что да, вы имеете свой стержень, и вы можете сказать «нет» в любой момент. То, что вы заслуживаете намного большего. То, что да, у вас каких-то ресурсов больше, у вас ума, как говорится, больше, нежели у него. И у мужчины закрадываются некие сомнения, а нужен ли я ей? Нужен ли я ей? Вот. Далее здесь мужчина думает, что вы, возможно, его как-то приворожили, да, и, знаете, тут и мужчина, когда смотрит в зеркало, как будто бы сам с собой разговаривает, вернее, как с вами, да, то есть какие-то слова прорабатывает. Вот сейчас я к ней приду, так, скажу ей, ты знаешь, например, да, я говорю, ты знаешь, и вот начинает разговор, диалог вести перед зеркалом. Тут есть моменты каких-то комплексов, правда, какой-то неуверенности в этом мужчине. Да, и не зря я сказала, что мужчина скорее незрелый, сколько бы лет ни было. Тут как будто бы, да, или мама время уделяла ему мало в жизни, да, или же тут наоборот был такой маменькин сынок. Тут такая двоякость, да, обстановка. Он думает, правда, как вам что-то сказать, и он как проговаривает это через зеркало. Далее здесь идет информация о том, что вы где-то кому-то из близких что-то о нем говорите, рассказываете. А у него есть интерес, о чем вы говорите о нем в присутствии, да, кого-то там, подруги близкой, мамы, там, родственников, кого угодно. Как вы, в каком свете вы его там выставляете? Ему, кстати, очень даже интересно, что вы думаете о нем, да? Какое у вас впечатление о нем? А думаете ли вы о нем чаще? Вот о чем он думает. Или меньше? А может, она о другом думает? Может, там есть другой мужчина? Также человек пытается одеть тут какую-то маску, дабы понравиться, дабы скрыть какие-то дефекты в себе. Или человек, возможно, да, считает, что это дефект, не иметь пусть бороду или усы, да, а вот я их наоборот сделаю, да, ну, отращу бороду, усы. Или же, да, то есть он пытается понравиться. Он пытается понравиться не только вам, вообще это такой тип, который хочет понравиться всем. Не только женщинам, да, везде быть, вот выйти, да, и быть везде и с бабушками в автобусе хорошим, да, и мамочке хорошим, и жене хорошим, и не знаю, кому угодно, или же... То есть всем быть хорошим, всем угодить. И информация о какой-то двоякости. Человек почему-то думает, что он как будто понимает это или специально это делает, я вот не понимаю. Вот эта двоякость. Вы можете его видеть, да, в каком-то двояком виде. То есть утром он один, а вечером он другой. Далее мужчина хотел бы, чтобы исполнилась его мечта заветная какая-то. То есть он держит мечту о вас.
Но тут, знаете, тут еще не то, что даже мечта, как момент какого-то призыва, чтобы вы в чем-то ему открылись, да, или же рассказали. Но вы же этого не сделаете, он говорит, потому что это такое сокровищное, тайное. Вы не сможете об этом рассказать, но ему так хочется, ему так интересно вот на данный момент заглянуть, что думаете вы, в вашу голову. Хотя мы сейчас смотрим на него, что у него в голове. Знаете, тот человек почему-то думает, что вы его или приворожили. Почему, говорит, я очень часто думаю о ней? Хотя у меня есть какие-то свои заботы. Кстати, человек этот, да, он с детства мечтал стать, не знаю, ну, не конкретно Наполеоном, да, у него были какие-то наполеоновские планы. Или же человек думал о какой-то карьере, что, да, у него будет большой бизнес, ну, о чем-то большом. Но я не вижу, что здесь человеку удается получать какие-то, ну, миллионы, да. Тут у человека как будто бы... Вот поэтому-то он и не дотягивает. Есть момент еще комплекса в том, что он не может заработать большие деньги. Но он одевается так, может быть, выглядит так, пытается, да, выглядеть, как будто бы у него есть все. Да, или же человек одевает какую-то, правда, маску, чтобы казаться кем-то другим. И вот он говорит, что вы, как в коридор его какой-то посадили, где в конце коридора этого только вы. Может, это магия, да, может, меня глючит. То есть даже, да, закрадывается такой момент, что он думает, что вы, может быть, магичите дома или кому-то ходите. Этот человек, кстати, боится разглашаться где-то или выставлять информацию о себе, вплоть до того, что сегодня я ел и чем я сегодня ходил в туалет. То есть люди, когда, да, выкладывают в социальные сети именно ну, всю свою, да, как говорится, подноготную, там, кто у меня дети, сколько им лет, а где мы сегодня были и так далее. Он нет, он противник этого. Да, может быть, у человека пару фотографий или вообще ни одной, и то чужая, да, чужой аватар какой-нибудь, может, автомобильной заставки или что-то другое. Но человек как-то не любит афишироваться вот этого, но в то же время, да, вот когда в физическом мире, да, не в виртуальном, вот он любит, чтобы его принимали достойно, да, или же он любит показать какую-то свою... Он может, кстати, хорошо говорить, да, или выступать, говорить, или же презентовать. Также вы понимаете, что он умеет хорошо присесть на ухо. Но в то же время, да, мы видим, что человек много что-то не договаривает. И вы, возможно, может быть, и чувствуете, что-то он не договаривает. Стоит. А возможно, здесь кто-то может думать, что у него там еще рота женщин, да, с которыми он спит от понедельника по воскресеньям по режиму дня, как говорится. В понедельник одна, во вторник другая. Ну, например, да, не обязательно именно в таком порядке, но тут имеет место быть такой некой мысли о том, что, может быть, кто-то есть. Да, или человек может ли ходить на сторону. Это где-то глубоко в подсознании у вас может быть. Далее, мужчина, да, что он думает о вас. А человек почему-то думает, что, правда, здесь у вас есть кавалеры, опять-таки, по этим картам тоже, да? У вас есть кавалеры. Так, далее.
Но человек не пытается показывать свою ревность. Он, возможно, да, тут, потому что он говорит, как говорится, не пойман, не вор, но, о, но есть у него тоже эта ревность и момент такой, даже не ревность, я бы сказала, да, то есть это такое бывает состояние, когда человек уже как будто бы ваш муж, да, вот он уже представил в голове, что он ваш муж, или вы его женщина основное, да, вот все, муж и жена, или мы в паре, или вы уже в паре с мужчиной, да, тут есть момент такой, что ревнует. И знаете, тут даже и следит. Где-то приоткрывает занавесы и пытается вас искать, подглядывать. Здесь моменты того, что у кого-то что-то закрыто от его глаз, да, или же тут еще, смотрите, напористость его идет. Сильная характеристика такая. Но человек, он понимает, что он что-то, да, много себе надумывает, и он пытается ломать эти стереотипы. Он, знаете, тут некий момент таких есть, и надумывает, и в то же время он потом, да, как очухивается и говорит, так это же я надумал, скорее всего, может быть, так нет. И не только о вас, он вообще обо всех людях вперед сначала надумает, уже представит картины, кто это за люди, да, или пусть это какой-то сотрудник, да, друг, там, знакомый, там, женщина, ну, кто угодно, он уже заранее, да, пытается как-то высчитать портрет человека, заглянуть к нему в голову, да, а кто он такой вообще, чем занимается, мы-то знакомы всего год. Например, но он такой, он боится, он тот момент есть слабости какой-то, да, трусливости, поэтому, скорее всего, он вот так вот за всеми пытается, не то что следить за всеми, а именно проникать в голову. Он хочет вперед узнать, чтобы быть в безопасности какой-то, или чтобы его не обманула женщина. Он думает о вас, что вы себя очень любите, и вам не до него. Да, плюс у вас есть кавалеры, и вот когда вы говорите, нет, я сегодня не приду на свидание, или же мы не встретимся, или там я пошла гулять, все. Да, у мужчины первое, что включается, это то, что вы где-то и с кем-то, с мужчиной с каким-то. Мужчина думает, что вы, ну, его мысли, да, что он думает о вас или додумывает, что вы себя очень любите, цените себя, превозносите себя на первое место. Как говорится, себе дорогую сумочку, а он, ну, подождет, потом носки возьму ему. Вот как-то так. То есть, и он вообще думает, что вы к мужчинам так относитесь. Но в то же время, да, и есть момент здесь порядка. У вас дома и порядок, и вы порядочная, да, то есть у вас и есть какой-то план, например, или вы все делаете как-то так четко, равномерно. Он думает, что, во-первых, человек думает, что вы очень ресурсна, да, вы умеете зарабатывать, вы умеете считать деньги, и что вам нужно больше, вы заслуживаете большего. Но как я могу это дать? Я хочу, я бы рад, но как? И также здесь может просвечиваться то, что у вас чего-то много, а у него этого мало. Скорее всего, его незрелость, как мы говорили, да?
Что еще мужчина думает? То, что вы очень горячая, сексапильная женщина, дьяволица, тигрица и так далее. Опять думает о мужиках, что, да, или же вы любите богатых мужиков, да, и вы можете зарабатывать, да, ну, даже он представил, что вы зарабатываете много, но вы не откажетесь, да, чтобы мужчина был тоже обеспеченный. А что в этом плохого? Кстати, вот так вот думают только слабые мужчины, поверьте. Или я, да, когда начинают плакаться, я тебя недостоин, да что я тебе дам, все это абьюз и поехало. Ну а дальше потом, когда будете, да, в отношении с таким человеком, это просто тема пришла сейчас к этому, да, именно, то потом он что скажет? Я же тебе сначала говорил, что я не смогу тебе этого дать заранее, да, здесь некий момент такой, некой хитрости, подлости, скользкости есть, присутствует в этом человеке. Человек или находится в долгах, в кредитах, да, или имеет, правда, какой-то долг перед кем-то. Далее тут показывают, может быть, да, машину в кредит взял, квартиру в ипотеку. Человек кому-то задолжал. И он хочет найти, да, какой-то выход. Или почему-то человек, покупая билет лотерейный, думает, что вот, может быть, я выиграю миллионы. И сразу начинает представлять. Еще не стерев, да, эту карточку лотерейную, он уже представляет, вот сейчас я выиграл миллион, например, ну, долларов там, да, и что я теперь на них куплю. И вот он начинает визуализировать. Человек вообще мечтательный. Он с детства такой. Да, он родился уже такой, с пеленок. То есть человек думает о вас, что вы, да, более конкретно, а вот он летает, он это понимает в облаках. Он себя хочет изменить, он себя хочет как-то тоже подстроиться под вас, да, или быть таким же человеком, как вы. Вот зеркало, да. Научиться. Но он только говорит, но по факту я не вижу дел. Тут очень много таких мыслей о деньгах, что вы скорее заработаете, нежели он, или вы выиграете скорее в это лото, нежели он. Вас он видит как-то, что вы вперед к чему-то такому славному придете, нежели он. Его это убивает. Он себя не чувствует мужчиной. Человек пытается выходить из какого-то состояния. Он понимает, какие в нем есть недочеты. И он пытается что-то в себе менять, возможно. Далее здесь, да, смотрите, идет момент, человек что думает о вас? О том, что вы можете, да, если у вас будет другой мужчина, вы можете легко закрыть дверь и не будете плакать и страдать, да, то есть переживать. Сделайте это, как говорится, хладнокровно. И с вами поступать плохо нельзя, потому что вы можете разозлиться, отомстить, навести магию, порчу. Мужчина всматривается в ваши фотографии здесь. Смотрит. И вы знаете, так интересно. Он смотрит, да, ваши фото и как будто бы увеличивает. Что-то хочет там разглядеть. В то же время здесь еще такая пошляцкая информация пошла. То, что человек, возможно, использовал вашу фотографию, да, возможно, да, и что-то представлял. Именно как вы в постели вместе или что-то такого. Далее.
Да, он вас как визуализировал. Или же, да, вы в закрытой одежде какой-то, но он представляет уже ваше тело. Ему это интересно. Тут есть момент такой, да, когда все выложено, ну, выложено и выложено, да, красиво. Но этот мужчина, ему тоже интересно, и когда закрыто. Шерлок Холмс, да, ему нравится представлять о теле, какое оно, да, какие руки, не знаю, ноги, грудь, живот и так далее, и другие тазобедренные суставы или части тела. Знаете, когда он смотрит ваши фотографии, какой-то странный тип, мужчина наполняется. Вы становитесь ближе. А это, в принципе, так и есть, девчат. Когда мужчина смотрит фотографии ваши, да, он, тем более постоянно, да, он уже начинает привыкать к вам, да, если кто мало знаком. А кто именно муж, жена, да, или пара, ну, разошлись по каким-то причинам, или тут такое есть, когда человек смотрит ваши фотографии, он начинает как будто бы все, да, вспоминать или же представлять физические, телесные какие-то моменты. Он даже фотографию трогает, вот есть соприкосновение к фото. Но может быть, да, он рассматривает, когда он пальцами прикасается к фотографии. Тут именно моменты. Тут кто-то, может, и целует фото. Они его как наполняют. Когда он видит ваши фото, он радуется, он рад видеть ваши фото. Хотя вы можете быть жена, вот она я, да, но вот фотографии очень сильно. Даже есть любимые фотографии. Хорошо. Тут очень много вижу и деньги, да, финансы. Он об этом очень думает. Возможно, человек тоже чем-то еще занимается. Но в то же время от времени зачастую, да, мужчина о вас думает. И сексуального характера тоже. Вот. Тяга к вам физическая очень сильная. Да, у кого была близость, здесь человек прям считает вас царицей. Таких, как вы, нету. Вот. Или же вы его так возбуждаете, так прям его, что он на 10 небе, вот только от вас. Да, здесь кого-то, кому-то, да, вернее, этот мужчина, да, ему нравится в вас запах, ваш запах, вот где шея, зона шеи, волосы, или волосы гладить, да, вот что-то. Человек хочет прийти, но пока стоит рыцарь Пентаклей. Ему интересно, что вы, опять-таки, да, вопрос, ему интересно, что вы о нем думаете. Он-то думает, да, но ему интересно, что вы думаете о нем. Он хотел бы вас схватить и унести. Очень, блин, тут прям вообще сумасшедшие такие энергии по дьяволу еще. И вот этим вот даже извлекам, то, что человек вас очень страшно физически желает и представляет. Тут прям вообще воочию. Гадалкам ходить не надо. Здесь, ну, все прям так это выкладываются карты. Ага. Ты-ты-ты-тын. Человек вас кому-то или показывал ваше фото, причем как или хвастался.
да, или же посмотри, да, какую девицу я знаю, или же посмотри, какая у меня красивая жена, или моя девушка как красивая. Тут именно момент был такого, но ему внутри так приятно, да, чтобы вот о вас рассказать. Он с кем-то общался, у него есть дружок, а возможно и несколько дружков. Этот тип не скрывает, я вижу, рассказывает. Может быть, вы поэтому и сошлись в этой жизни, да, минус и плюс, плюс и минус. Вы не рассказываете, а он, наоборот, все расскажет. Еще может даже приукрасить. Он думает о вас, то, что вы сейчас ушли в работу, в затишье, в медитации какие-то, в погружении в себя или в вклад в себя. То есть вы вкладываетесь в себя. Вы не распространяетесь, как поживает там Люся, Катя, Вера, ваши подружки. Вы все вкладываете в себя, да, свое время проводите, то есть уделяете себе, возможно, кто-то детям, да, и у вас есть какие-то цели, вот, и вы к ним идете, а на него вообще вы выкашляли. А человек почему-то думает еще о том, что тем самым, да, она что-то скрывает. Также здесь мужчина почему-то думает, что вы от него какие-то деньги скрываете. Или у вас что-то есть, да, сбереженная, какая-то сумма, но вот вы о ней не говорите. Интересно. Деньги, да, и желание, страсть. Он думает, что вы первая можете поставить точку, вы чего-то не выдержите, или у вас, если терпение на него лопнет, все, это будет окончательная точка, или это уже был последний какой-то шанс, или же, да, вы найдете себе другого мужчину получше, чем он. Причем, знаете, может быть, вы об этом не думаете, но он почему-то думает, что ей нужны какие-то большие ресурсы, большие деньги, большие заработки, да, и она уйдет к другому, который побогаче. А может, вы уйдете. Но для вас очень важны чувства. Да, деньги без чувств – это не любовь, вы считаете. Это правда. Рано или поздно, как говорится, да, звоночки прилетают. Когда, да, некоторые очухиваются и понимают, что, да, за деньги выйдя замуж, как золотая клетка, а счастье не приобрела. Вот. А в любовниках ходить, да, какой смысл мараться? Вот именно мараться. Любовники – это тема такая, я уже как-то в одном из видео говорила, а что толку любовники? А вы же, любовники, поверьте, это, любовник же тоже не дурак или любовница. Да, вы думаете, верно будет за вами, только за вами наблюдать, блюсти? Нет. Она тоже имеет, она не есть жена, да, и она имеет право на свободную жизнь, соответственно, у нее может быть еще кавалер, и еще кавалер, а может их 10, а может их 20, а может их 30, ну кто знает, кто как успевает, вот. А также и, да, наоборот, там, если касается любовников, сколько он там в день имеет, с кем связи, да, то есть тоже. И нужно ли в этом мараться? Да не особо хочется. Он хочет для себя что-то уяснить, что-то решить, возможно, как-то к вам подойти, о чем-то сказать, но он как разучивает перед зеркалом какую-то речь, да, или продумывает план каких-то действий. Мужчина также здесь хочет что-то переждать, возможно, думает, вы сама подойдете, да, как-то скажете. Также мужчина думает, что вы сделаете какой-то первый шаг, какое-то действие в его сторону, он подождет. Вот именно на данный момент человек чего-то выжидает.
Он тем самым, тут, кстати, моменты провокаций каких-то таких есть. Человек хочет в вас растопить, как говорится, лед какой-то. Или же вывести на какие-то эмоции, да, чтобы вы подумали, ну где же он там, с кем. Тот еще манипулятор, да, и человек вообще такой, когда касается денег, может идти по головам. Мгм. Почему-то пошла информация о нем, да, о его характеристике. И мужчина думает о том, что, да, счастье я в этой жизни не получу, она мне его не даст, она уйдет с другим. Наши дороги разделятся. Ну, сам надумывает, значит, так и будет. Вот. Мысли-то материальные. Он думает, что вы думаете о ком-то другом. Однозначно. Да, или у вас даже есть с кем-то постель. Также человек, возможно, может быть, да, тоже, кто здесь смотрит расклад. Может быть, вы в паре с кем-то, да, а этот мужчина не при делах, не муж, да. И вот вы спрашиваете о нем, что он думает. Он думает, зная, что у вас кто-то есть, да, и вы не принадлежите ему. И очень жаль, очень даже обидно. Человек даже, знаете, как сидит, и не то, что он колдун какой-то колдует, именно как-то вас пытается призвать. Но очень много о вас думает, скорее всего, этими мыслями. Мыслями, да, очень легко призвать человека. Даже бывает о ком-то вспомнишь, и в разговоре этот человек объявляется, звонит, пишет. Да? Поэтому это именно мысленно призвали. Хорошо. Так, вроде бы все, да, мы посмотрели. Но вообще, будут ли от него какие-то действия от мужчины в дальнейшем? Давайте посмотрим. Будут ли какие-то от мужчины действия? Будут ли от мужчины в дальнейшем какие-то действия? В вашу сторону, да? Человек, возможно, захочет что-то предложить, да, но вам уже это не надо будет. Тут, возможно, кто-то, правда, возьмет и отсечет, потому что уже надоело. Или же, да, у кого-то здесь появится какой-то другой вариант, другой мужчина. Или какие-то другие свои интересы, дела, деньги, работа, карьера, повышение, что угодно. Вам будет не до этого. То для вас будет важнее. Здесь момент, как дороги разошлись, правда. Вот как человек надумал по разные стороны. У него в свою сторону, у вас в свою. Причем, да, здесь у человека будет всегда какая-то печаль. У мужчины будет какая-то всегда печаль. То есть мужчина не добьется того в жизни, чего он, о чем мечтал. Почему? Потому что человек будет человек незрелый, да, человек не прорабатывает себя. И вот поэтому будет постоянно к какому-то тупику заходить. Вроде бы как что-то началось, пошло, в тупик пришел, в тупик, в тупик, в тупик. Очень даже жаль таких людей, да. Вот. Вы закроете дверь сама. Или же, да, ушла по-английски, и дверь захлопнула за собой. Ну да, вы пойдете в свои дела, в свое какое-то развитие, плюс мужчина будет очень страдать. И мужчина этот долго мыслящий, как тянет волынку какую-то, как кота за хвост. И вот он от этого, он поймет, что это он тянул время, да, или был какой-то несобранный,
Вот, а вы уже ушли, поставили точку. В какие-то, кстати, да, в какие-то перспективы, в дела, которые для вас сыграют большую роль, причем намного больше, нежели вот сидеть, да, и дуть на воду. Прояснение какой-то ситуации ждите в вашей жизни касаемо этого мужчины. Да, у вас жизнь поворачивается вообще в другую сторону, вообще в сторону другого какого-то мужчины. Человек незнакомый, новый человек, незнакомый. С этим все закроется. Но человек будет за вами всегда подсматривать. Какой-то вы след оставили в его жизни. Непростой след. Кстати, здесь у человека будет какая-то потеря в жизни. Кого-то он может потерять. Или, да, что-то такое сокровенное. Это могут быть тоже и большие деньги. Или же, да, человека, друга. Не обязательно тут смерть, именно потеря. То есть перестал друг с ним общаться. Все, потеря. Почему? Непонятно. Здесь момент даже обид. Хорошо, давайте сделаем 3 позиции для вас. Никого сейчас не загадывайте, думайте сейчас только о себе. Сделаем 3 позиции, посмотрим, что оракул Золотой Ключ хочет вам сказать, подсказать, может быть, даже от чего-то предостеречь. Данная колода моя авторская, кому интересно, пишите. Все контакты находятся под видео. Кто хочет приобрести, на данной колоде могут гадать все. От 18 лет, да, кто бы хотел погадать, но не умеет. Вот Золотой Ключ в помощь. Да, здесь все написано текстом. Есть виртуальные колоды, а есть для самостоятельной печати. Поэтому, кому интересно, пишите. Все контакты в описании под этим видео. Первый вариант, кто выбрал. Скоро на вашей улице будет праздник. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. Скорые перемены в вашей жизни. Спасибо, единички. Переходим к двоечкам. В конце откроем еще аффирмации. Вам предстоит выбор. Перед вами откроется новая возможность, шанс. Помните, случайности не случайны. Спасибо, двоечки. Переходим к 3 позиции. Сложности, которые скоро уйдут. Высшие силы вам посылают счастье. Полная трансформация. Благодарю, троечки, и благодарю всех. Так, можете написать, какую позицию кто выбрал под видео в комментариях. Итак, откроем аффирмации для вас. А вы можете выбрать или все, сделать скриншот, да, оставить их себе, или выписать какие-то, или со временем, может быть, они вам пригодятся. Кто знает. Достанем 6 аффирмаций. Итак. Все, в чем я нуждаюсь, приходит ко мне в нужный день и час. Я оставлю на столе так, да, вы потом в конце можете сделать скриншот. Поставить на паузу и сделать скриншот. Ко мне приходит любовь. Я ценю себя, я забочусь о себе, я достойна заботы и внимания. Или достоин, да, каждый на себя. Я расширяю свои возможности. Мой организм очищается, обновляется, восстанавливается, омолаживается. Я добиваюсь успеха в каждом своем начинании. Вот для активации можете какую-то из аффирмаций написать внизу по данным видео в комментариях. Можете несколько написать. Вот. А есть такая еще практика, называется по Тесле, да, 369. Это очень сильная, мощная практика, когда в течение 7 дней вы повторяете 3 раза утром, 6 раз днем и 9 раз перед сном.
аффирмацию или аффирмации, да, какие у вас вот выписаны, на листочек даже, пусть на холодильнике это висит, да, но вы постоянно повторяете. Может быть, у вас в телефоне они где-то, вы постоянно их проговариваете. И вот увидите, как работает аффирмация. Кстати, данная колода тоже моя авторская. Здесь я собрала аффирмации, самые сильные аффирмации, работающие аффирмации, те аффирмации, которые работают на вас. Не вы на аффирмации, а аффирмации работают на вас. Вот. Поэтому тоже, кому интересно, обращайтесь. Колод у меня на данный момент уже скопилось довольно-таки достаточно, да, каждая колода разная, да, и чем-то интересная. Вот, например, есть колода для тарологов, да, на выявление негатива. Называется она «Сундук ведьмы». Также есть колода «Время». Вот сейчас она у меня под рукой находится. Когда мы можем спросить колоду «Когда?», да, и она ответит вам. Вот так вот выглядит она внутри. Ну, кто-то уже знает, да, кто приходит на расклады, тот уже знает, как выглядит колода. Я показывала, по-моему, во вчерашнем видео я показывала. Вот, а также есть и бесплатная колода, которую я дарила всем зрителям и новым зрителям, да, кто пришел на канал. Называется она «Крылья». Вот так она выглядит. Давайте тоже откроем на 3 варианта, да. Те варианты, которые вы уже выбрали, давайте еще вытянем по одной карте. Так, секундочку. Вы можете ее скачать, перейдя в наш телеграм-канал Видаскара Official. Тоже ссылочка находится в описании под данным видео. И там можете их скачать в 2 вариантах: для самостоятельной печати и виртуальная колода, которая хранится у вас в телефоне, и в любой момент вы можете ее открыть и погадать. То есть она у вас всегда в телефоне, в дороге, не занимает места. Удобно. Хорошо. Кто выбрал первую позицию? Давайте посмотрим. Проблем нет, они только в твоей голове. Вторая позиция. Твое желание уже оплачено. Третья позиция. Улыбнись. Именно сейчас Вселенная подготовила для тебя сюрприз. В твоей жизни начинаются приятные изменения. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. Ну а за личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь. Все контакты я указала под видео, или да, здесь на экране вы видите QR-коды, по которым вы можете перейти легко, свободно, поставив на паузу, сделав скриншот, да, и переходите. Личный телеграм-канал, личный телеграм и топ-линк, где есть вся информация. Вот, также хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видаскара. Огромное вам спасибо за такой теплый энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллион раз приумножилось. И также вам спасибо большое за ваши теплые комментарии и за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны, держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видаскара.